Молись и кайся, грешник. Плата за грех — смерть, но ты еще можешь обрести жизнь вечную во Христе. Ясно? Во имя Господа. Dogman. Привет, друзья, меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. «Догман» 2023 года – новый драматический фильм французского режиссера Люка Бессона о парне с непростой судьбой, который находит утешение в общении с собаками. Главную роль исполнил Калеб Лэндри Джонс. Данный фильм продвигался как возвращение Люка Бессона в большое кино. Возможно, именно поэтому зритель по привычке решил Догмана проигнорировать. Вторую жизнь картина получила уже в цифровом формате, где продолжительное время была в фаворитах у публики. И успех этот вполне заслужен, ведь когда Бессон вместо эпичных блокбастеров снимает нечто более приземленное, то зрители получают достойное кино. Пришел с ружьем, чтобы что-то мне доказать. Я не пустил его, и он выстрелил, и я лишился пальца. Фильм «Догман», актеры и роли. Калеб Лэндри Джонс, Дуглас Монроу, инвалид, управляющий собаками. Джорджет Т. Гиббс, Эвелин, психиатр. Линкольн Пауэлл, Дуглас Монроу в детстве. Грейс Пальма, Сальма Бейли, ведущая театральной студии в приюте «Любовь всей жизни Дугласа». Клемент Шик, Майкл Монроу, отец Дугласа. Александр Сеттенери, Ричи Монроу, старший брат Дугласа. Кристофер Денем, Акерман, представитель страхового агентства. Ирис Бри, мать Дугласа. Мариса Беренсон, аристократка, подвергшаяся ограблению. Ко мне не так часто заходят гости. Да и деньги для меня вовсе не главное. Все эти драгоценности будут лучше смотреться на красивых женщинах. Ты псих. Спасибо. Чтобы подготовить собак к съемкам, понадобилось 15 дрессировщиков. Перед началом съемок Калеб Лэндри Джонс провел в обществе дрессировщиков и собак 3 дня, чтобы те к нему привыкли, и чтобы самому к ним привыкнуть. По словам режиссера и сценариста «Догмана» Люка Бессона, впервые он подумал о съемках этого фильма, прочитав в газете о 5-летнем малыше, которого родители посадили в клетку. В тот момент он задумался, какую травму это причинило ребенку, и о том, как он с ней справился. Присоединился к проекту и постоянный композитор режиссера Эрик Сера, усилиями которого фильм обзавелся очень тягучим и напряженным саундтреком. Авторы не поскупились и на приобретение композиций от знаменитых ZZ Top, композицию Sweet Dreams от Eurythmics и, безусловно, I Love and Beloved by You от Мэрилин Монро. Это твои собаки? Да, это мои детки. Не знаю, что с ними сделают. Не волнуйтесь, они не пропадут. С точки зрения сценария Догмана, персонаж Лэндри Джонса оказался чем-то похож на Джокера Хоакина Феникса, но он при этом в своей роли актер убедителен и вполне оригинален. Ничуть не хуже задачи справился Линкольн Пауэлл, исполнивший героя в детстве и изобразивший весь ужас, творящийся в душе подростка, подвергшегося физическому и психологическому насилию. При просмотре картины главный персонаж воспринимается как комиксный герой, обладающий суперспособностями как при ментальном управлении собаками, так и его триумфа на сцене казино в образе Эдит Пиаф, что невозможно принять без доли иронии и в рамках некой фантастичности происходящего на экране. Охренеть. Видишь? Ага. Вот так, друг мой. Тут работает мастер. Фильм «Догман». Сюжет. Однажды ночью полицейские в Нью-Джерси останавливают фургон, просят женщину за рулем показать водительские права. А поскольку она в ответ говорит, что забыла документы, решают проверить машину. «Если не тронете меня, они не тронут вас», предупреждает незнакомка. После чего инспектор выясняет, что в заднем отсеке фургона сидит 2 десятка собак, от безобидных до псов угрожающих размеров, а за рулем вовсе не женщина, а переодевшаяся в Мэрилин Монро мужчина-инвалид с парализованными ногами.
Смущенные полицейские в связи с открывшимися обстоятельствами вызывают в участок психиатра-криминалиста Эвелин Джорджу Т. Гиббс, чтобы понять, что делать дальше. И задержанный Калеб Лендри Джонс, представившись Дагом, начинает охотно и подробно рассказывать Эвелин, в силу в каких обстоятельств он утратил способность ходить, стал наряжаться женщинами и обрел необъяснимую мистическую связь с собаками. В детстве он жил с отцом-садистом, подвергавшим его моральному и физическому насилию. Однажды тот бросил сына в клетку к бойцовым псам, однако животные защитили его и приняли в свою стаю. Психика Дугласа была травмирована, и теперь вместо компании людей он предпочитает проводить свои дни в обществе собак. Животные выполняют любые поручения главного героя. Они могут приготовить еду, украсть какую-нибудь ценную вещь. Но все меняется, когда собаки во главе с Дугласом хотят остановить бесчинство босса мексиканского наркокартеля, прибавшего к рукам власть в городе, против которого боится выступить даже местная полиция. Кто победит в этой схватке? Я ваш единственный друг. Ради вашего здоровья советую вам не дергаться. Лишние движения опасны для вашего будущего, если вы планируете завести семью. Несмотря на весь ужас, происходящий на экране, фильм «Догман» воспринимается как нечто доброе и светлое, в чем большая заслуга главного актерского дуэта. Хоть арка врача-психиатра Эвелин так и не успела полностью раскрыться. «Догман» в первую очередь это история о человеке, который просто хотел любить и быть любимым, вопреки всем трагическим событиям. Зрителю не приходится отождествлять себя с Дугласом, замашки которого для обычного человека могут быть странноваты. Мы можем наблюдать за ним от лица психиатра, пытающегося понять мотивы его поступков. И даже когда сюжет отходит от постоянных флешбеков, за диалогом двух героев наблюдать весьма интересно. Возвращение постановщика Бессона можно смело назвать удачным. Люк Бессон не боится ни бога, ни черта, ни венецианского жюри, ни претензионных критиков. Довольно легко обвинить режиссера в дурном вкусе, ретроградности и чудовищном мелодраматизме. Но стоит отбросить снобизм, и тут же открывается фактурное, визуально богатое жанровое кино, которое заставляет серьезно задуматься. «Догмана» можно пытаться упаковывать в категорию «так плохо, что даже хорошо». Хотя скорее так просто, что даже удивительно. Будто фокусник прямо посреди представления показал все секреты, а мы этого так и не поняли, как и те, кто за любящим сердцем разглядел лишь жесткого Догмана. Еще один вопрос можно? Конечно. Почему вы открылись мне? У нас с вами есть кое-что общее. И что же это? Боль.